Красота! Всем доброе утро! Смотрите, тут Мася бегает. Мася! Кс-кс-кс. Красиво сегодня, солнечно. Масюткинс. Хорошая девочка. Маська. Бусь, иди покажись. А вот ее мама. Рядышком справа. Мася и Буся. Смотрите, как они похожи. Бусь, покажись. Смотрите, как они прям копия. Маська и Бусь. Отличите, где мама, где дочка. Друзья, всем доброе утро. У нас вроде как наметился сегодня теплый денек. Выглянуло солнце среди серых будней и дождливых. Сейчас пройду на участок, немножко покажу вам, что происходит у меня там. Как видите, тропинка растаяла. Показались плодовые кусты, плодовые кустарники. И посмотрите, как у меня поломала черную смородину. Девочки бегают. Девочки! Масютка залезла на дерево. Здесь белочка бегает. У них свобода, наконец-то они могут более-менее передвигаться по участку. Вот здесь уже кое-где растаяло, возле деревьев. Вот, смотрите, вот здесь возле яблони растаял, возле шелковицы. Пока вот так вот лавочка показалась из-под снега. Наконец-то я ее вижу. Это странно. Да. Ну и также плодовые кустарники вылезли из-под снега в не очень свежем состоянии, скажем так. Видите, их как сильно поломало. Вот это вот у меня черная смородина, вот это черная смородина куст, там черная смородина. В этом году будет очень много обрезки, потому что очень много поломанных веток. Ну, вот этот вроде более-менее такой свеженький, держится. Вот здесь вот очень поломанный. И что самое интересное, вот здесь мы с мамой сажали черную смородину, которая, ну, молоденькая еще совсем. Она живая, вполне себе выжила. Но она еще маленькая. И вот здесь у меня кустик черной смородины, где белочка сидит. Тоже, ну, он вполне себе выжил. Поломались только вот эти вот, которые длиннокустые, старые кусты, которые были. Вон там у меня еще кружовник выгнутый в дугу просто. Эх, хочется уже взять секатор, но, как видите, чтобы добраться до кустов, еще нужно по снегу пошагать. А вот на огороде вообще еще на полметра снега точно лежит. Здесь вот грядки высокие у меня должны быть где-то под снегом. Их пока не видно. Ну вот мы с девочками здесь гуляем. Белка. Вот видите, у них появился маневр, ходить по земле хотя бы возле деревьев. Они радуются. Хотя вот нет, Мася, вот смотрите, Масюта как гуляет. Мася, Масюта, Маська, Маська. Она еще по насту шастает. У нас здесь, кстати, коты ходят эти соседские. Тоже очень часто. Вот она их, наверное, вынюхивает следы. Вот так вот у меня растаяла дорожка к бане. Здесь вот веток я напилила, еще не успела их распилить. В общем, друзья, радует то, что снега становится все меньше и меньше. А я периодически, вот сейчас утро, да, немножко подморозило. А вот когда будет обед, солнышко пригреет, и я буду слышать, как бурлит река за моим участком. Сейчас, к сожалению, ее не слышно. Но вот днем прям такое вот сильное бурление. Кстати, у меня здесь еще один улей стоит. Я его в прошлом году не нашла среди кустов. В этом году я его на огород поставлю и посажу туда ремонтантную землянику. А остальные ульи, если вы помните, у меня уже под клубнику сделаны. Вот здесь возле дровника вот так вот у нас такие дела. Но снега, как видите, еще куча. Здесь вот, девочки только могут бегать с распушенным хвостом. Бель, ты воинственная кошечка, да, Бель? Белечка. Хвосты так распушают они, когда бегают. Смешно так. Так, друзья, пока иду из магазина, запишу вам небольшое такое разговорное видео, где расскажу, с какими трудностями я столкнулась при переезде в деревню. Возможно, что-то не вспомню вот сейчас навскидку, потому что 3 года как бы уже прошло, да, но то, что вспомню, расскажу. И, возможно, это будет полезно людям, которые тоже собираются переехать в деревню, особенно в одиночку, как это сделала я в свое время, да. И вы хотя бы предусмотрите некоторые нюансы при переезде, и вам будет немного легче, да, это сделать, чем мне когда-то в свое время, спойлер, да. Так вот, друзья, я опять
в очках, как видите, потому что солнце в глаза. И я, если без очков, то буду щуриться. Поэтому я в них сегодня. Ну, начнем с самой моей первой трудности, которая у меня возникла. Переезжать в деревню я собралась в одиночку, одна. То есть у меня на тот момент не было ни молодого человека, ни мужа, ни папы, ни братьев рядом. У меня есть только мама и сестра. Так вот, переезжала я одна. И в первую ночь я приехала с одной небольшой сумочкой такой на колесиках. Привезла с собой кучу теплых вещей, надувной матрас, чтобы на нем переночевать. Кто смотрел мое первое видео, тот помнит, наверное, этот момент. Я сейчас улыбаюсь, иду, потому что я иду именно по той дороге, по которой впервые шла, когда приехала в деревню, впервые ночевать в своем доме. Прям вот она. Совпадение? Нет, не бывает случайных совпадений. Так вот. И самая первая трудность, с которой я столкнулась, это перевоз всех вещей моих, поскольку я жила одна совершенно. Как бы мне казалось, что у меня вещей совсем немного. Я жила в съемной квартире небольшой. Но когда я собирала чемоданы, коробки, я поняла, что дофига всего. Половину пришлось выкинуть, половину я отдала маме и сестре. И еще одну половину пришлось забрать с собой. Это те вещи, самые необходимые, которые мне нужны были. Вот, без которых бы я не обошлась, и вот я их забрала с собой. Значит, часть вещей я возила по выходным. Просто вот первое время я купила дом 7 июля 2023 года, у меня была сделка. И уже в первый выходной, у меня пятидневка, да, на работе была. И уже в первый выходной я поехала на первую ночевку, да, после того, как сделка случилась. И вот так по выходным, суббота-воскресенье, я моталась туда-сюда с сумками, потихоньку, своими силами что-то перевозила. Потом я созвонилась с другом, он мне тоже помог часть вещей перевезти. Мы перевезли на его машине велосипед мой и моих 2 кошек. На тот момент у меня было еще только 2 кошки. 2 кошек, Бусю и Тришу. На конечном этапе, когда я более-менее подготовила дом к переезду, там прибралась, мне пришлось заказывать грузовик, который вывозит старую мебель, вывоз крупногабаритного мусора, это называется. Я нашла этих людей на Авито. Кстати, всех мастеров, все услуги, которые мне понадобились при переезде, я находила на Авито, друзья. Авито forever. Я заказала вывоз крупногабаритного мусора. Как сейчас помню, мне эта машина обошлась 5000 рублей. Мне вывезли все старые диваны, которые были загажены мышами и воняли невозможно. Всю старую мебель, какие-то шкафы. Хотя там старой мебели не так много было, но тем не менее, мне хотелось освободиться от старья. Кое-что я, конечно, оставила. Вот. Что более-менее в приглядном состоянии было. Вот, например, двуспальная кровать, которую я недавно поменяла, да, на 3-й год жизни здесь. Я ее тоже оставила на время, временно на ней спала. Последний этап у меня был, когда я перевезла уже все крупные вещи, все свои чемоданы с одеждой, с разного сезона, да, там всякие пуховики, сапоги, что у меня там было, какую-то посуду свою. У меня, кстати, масса было пластиковой посуды, вот как сейчас помню, которую я половину выкинула в итоге, потому что, я могу пластиковую посуду купить и здесь, извините. Когда я заказала грузовик, да, он приехал в мою съемную квартиру, да, чтобы собрать вещи. Мне, кстати, так не хотелось ночевать под конец переезда в этой съемной квартире. Она была очень душная, было лето, было жарко. И я уже переночевав первую ночь в доме, чувствовала вот эту кардинальную разницу, где дом дышит, да, ты можешь, где есть много пространства, дом дышит, рядом земля, свежий воздух. И вот эта вот маленькая конура, которую я снимала, 30 квадратных метров, духотища, пылища в ней, какой-то воздух такой, знаете, сухой, нездоровый. И вот я прям с усилием заставила себя там переночевать, потому что на утро должна была приехать машина и забрать мои вещи. Машина приехала, вещи мы погрузили,
И приехало два водителя, ну как, один водитель был, а другой погрузчик, видимо, который помогал вещи грузить. Потому что у меня там кое-что из мебели было. И вдруг выясняется на этапе погрузки, что они меня с собой не могут взять, потому что у них нет места посадочного для пассажира, чтобы меня перевезти, да, вместе с вещами. Я говорю, а как так? Я надеялась, что как бы и я тоже поеду с вами, потому что там некому встретить. Я же одна переезжала, некому встретить, принять эти вещи, да, как бы. Я, конечно, могла бы на автобус сесть. И я еще и без машины, к тому же. В итоге водителю пришлось отказаться от второго человека, который погрузчиком был, да, чтобы меня посадить на пассажирское кресло. Потому что некому было встретить в доме, да, принять вот эти все вещи. Они бы, конечно, 100% раньше меня приехали, потому что автобус едет гораздо дольше. Да и я, к тому же, даже не покупала билет на автобус. Вот этот нюанс я не учла. И все вещи, когда мы привезли с водителем их, наемным, да, мне пришлось таскать с этим мужчиной вместе. В том числе там у меня стол был. Слава богу, шкафа тогда не было. Шкаф я уже здесь покупала для одежды, когда переехала сюда. Это было не просто вот так вот мотаться, выгадывать дни, ну вот между городом и деревней, выгадывать дни, когда в выходные кто поедет, когда ты сама сможешь поехать, приехать, привезти что-то. В будни иногда мне приходилось от работы отлынивать, честно скажу, потому что, ну, некогда было просто. А я удаленно работала на тот момент, да, но мне нужно было находиться с 9 до 6 возле компьютера. И я половину работы сделала в дороге, брав с собой компьютер, и пока вот ехала в автобусе, когда перевозила вещи сама, да, когда с сумками возила, я работала прям на ноутбуке, прямо в автобусе. Вот так вот было преимущество удаленной работы. Вот. В одиночку вот так вот совершается переезд. И все это растянулось, друзья, с середины июля по август. То есть практически 2 месяца я только вещи перевозила и очищала дом от старых вещей, мыла там что-то, более-менее обустраивала, чтобы можно было жить. В общем, переезд в одиночку – это, друзья, очень непростая вещь. Особенно, когда тебе никто не помогает, и ты как муравьишка по кусочкам что-то перевозишь, переносишь с одной стороны на другую. Между прочим, мой дом находится в 100 километрах от города, чтобы вы понимали, какие расстояния я преодолевала, чтобы просто привезти сумочку вещей на выходные, да. Ну вот если я свою поклажу везла, да, один раз мне друг помог там кое-что привезти. Ну и окончательно я уже заказывала грузовик перевозочный для вещей. Вторая сложность и трудность, с которой я столкнулась при переезде, это то, что меня никто морально не поддерживал в этом. Маму я поставила перед фактом с сестрой, что я купила деревенский дом и намереваюсь жить за городом. Они были в шоке, конечно. Ну, в общем, не поддерживали меня в этом своем решении. Как-то сомнительно так поглядывали на меня. Не верили, что я там продержусь долго. Вот. К тому же я тогда вот прямо как приехала в первый день, начала снимать видео, снимать блог. И у меня уже пошли первые комментарии, первые подписчики. Тогда, я помню, всего лишь 300 человек было, но уже какая-то аудитория была. Как вы понимаете, было очень много критики в мой адрес. То, что женщина одна, она не сможет справиться, в деревне ей делать нечего, без мужика делать нечего. Да и вообще было очень много хейта, критики. И мне как бы морально было от этого еще тяжелее, потому что меня никто не поддерживал в этом. Женщина одна считается вообще какой-то неполноценной, да, если она без мужика. Почему-то в обществе устроено так, друзья. И вот мне приходилось тогда прорываться буквально через вот эту всю волну хейта и критики. Масютка катается по земле. Ты мой сладенький, иди сюда, иди, я тебя заберу с собой. Ты что, грязненькая какая? Пойдем домой. Так. Вот так. Мы с Масютой идем. Масюткинс. Маськинс. Скажи зрителям что-нибудь, Мась. Скажи. Мы переехали, скажи, в деревню. Скажи, но я не переезжала, меня мама Буся тут родила. Скажи, мы здесь живем уже давно. Скажи, мы
здесь хозяева. Вот такая кошечка у меня родилась от Буси, моей городской кошки. Это одна из них, девочка, самая маленькая. И самая удаленькая, кстати. Да, Мася? Сейчас мы дойдем домой, я расскажу. Вот это у нас вторая дочка Буси. Да, моя сладкая? Это Белочка. Белек, она самая красивая и умная кошечка. Вот это мой кот Васек, который жил здесь. Когда я сюда переехала, он здесь постоянный житель был. Его хозяева предыдущие бросили, он теперь живет со мной. Да, Васюш? Да, скажи, да. Я скажи, умный котик. Очень умный кот. Охраняет нашу территорию. Сейчас я его домой запущу. Так вот, друзья, я не дорассказала вам, да? Там мне по пути встречались люди, и как бы я сбивалась с мысли. В общем, здесь на участке у себя дорасскажу эту историю. На тот момент, когда я начинала только снимать видео свои о переезде в свою деревню, когда я впервые только-только начинала здесь жить, на меня высыпалась масса хейта о том, что женщина одна не сможет справиться с деревенским бытом. Были такие комментарии, то, что я скоро сбегу из деревни. Все там очень ждали, что я сбегу скорее. Популярными были деревенские блоги, где мужчины самостоятельно переезжали в деревню или с семьями своими. И вот такие блоги, они более-менее как-то людьми воспринимались и были очень популярными. А где женщина одна переезжает в деревню, там просто был какой-то шквал хейта, и тогда это было непопулярным, фантастичным и подвергающимся очень серьезной такой критике. Мало кто меня поддерживал, там, конечно, были и положительные комментарии, но было очень много сомневающихся и было очень много хейтеров. На тот момент эта тема переезда из города в деревню женщиной в одиночку, да, она была, мягко говоря, сказочной. Да? Никто не верил, что такое возможно, и были даже люди, которые писали, что я езжу в деревню только по выходным, и не живу здесь, а просто приезжаю сюда якобы снимать блог. Это сколько денег мне нужно было, чтобы кататься туда-сюда. Ой, ну, короче, как только люди не фантазировали по поводу моего переезда в деревню. И тогда было очень мало поддержки в комментариях. Вот это для меня очень сложно было, потому что мне буквально приходилось доказывать всем, что я здесь насовсем, что я здесь надолго, что я здесь только начала обустраиваться. От меня требовали, знаете, как будто бы я живу здесь 10 лет, а я только переехала, я только начала, вот только вещи привезла, да, и только начала заниматься чем-то там. Кто-то писал: ой, у вас там весь участок, огород зарос. Почему вы не косите? Да блин, когда мне было это косить, когда я в августе только завезла вещи окончательно и более-менее как-то в доме что-то наводила, какой-то порядок, чтобы там можно было жить. Мне не до участка было совсем, но я там что-то выкашивала немножечко, понемножечку. И я настолько старалась, да, соответствовать ожиданиям подписчиков, что я помню, настолько докосилась тогда, что у меня локоть перестал разгибаться, друзья. Вот настолько я вкладывалась физически, что у меня перестал разгибаться локоть, и мне пришлось его лечить. Благо, у меня здесь есть баня, и попарившись пару раз в бане, у меня локоть все-таки разогнулся. Был очень сильный спазм мышц, вот представьте. И морально, в общем, мне было тяжело переживать вот эти вот моменты, где тебя никто не поддерживает из близких, да. А друзьям я тоже не рассказывала, что перееду в деревню, да. Мне как бы не хотелось тоже критики с их стороны, потому что среди них тоже было очень много сомневающихся, что это затея продуктивная. Тогда на тот момент эта тема была непопулярной и подвергалась критике. Аудитория моя была не настолько лояльной, как сейчас. Вот я смотрю, после меня очень много появилось блогов, где девушки в одиночку переезжают в деревню, и у них более лояльная аудитория, более теплая, скажем так, потому что они уже посмотрели на меня, увидели, что я справилась, и как бы видят, что это не фантастика какая-то, что женщина в одиночку все-таки сможет справиться. И аудитория более поддерживающая, скажем так, сейчас у других блогеров, у других девчонок, которые в одиночку переехали, да. Вот. А я, когда одна все это начинала, мне было сложнее намного протарять этот путь, скажем так. Посмотрите на эту кошку. Вы смотрите, вот она лазит и по деревьям. Ой, радости-то сколько, да, Масют? Ой, 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 ты боженьки. Ой, ты боженьки, сколько радости. Выпустили погулять. У нас вчера весь день дождь был, вот поэтому она радуется сегодня солнышку. Дождь был, и она сидела дома, поэтому она сегодня вот радуется, что ей можно погулять. Да, Масюточки?
Думаешь, Лодки, скажи, можно гулюнькать, ура, скажи. Завтра, кстати, у нас тоже дождь обещает. Пойдем, Асю. Вот смотрите, как она носится. На деревья с разлету забегает. Хулиганка котичья. Мася. Все остальные забежали домой пока перекусить. Сейчас я их тоже выпущу. Так вот, друзья, да, я вам рассказала, что трудности были еще с блогом. То, что мало того, что у меня не было в жизни ни от кого поддержки, да, я ото всех скрывала, что я переехала в деревню. И мало того, еще хейта было очень много. Морально было это очень тяжело. Я очень сильно переживала, нервничала, не спала, всем что-то пыталась доказать там, что я все-таки здесь останусь и никуда не уеду. Ну, короче, такая история была смешная. Сейчас-то уже все понятно, как бы. Я прошла испытания все, которые мне встретились. Огонь, воду и медные трубы. За это время я уже успела и газ в дом провести, и отремонтировать много чего в доме, и по участку очень много чего сделать успела. Какие трудности еще у меня возникли при переезде в деревню? На тот момент, когда я переехала, я практически ни с кем не была знакома здесь из местных, да. И к тому же я переехала в зиму, считай, в зиму, где нужно было отапливаться печами одной, где нужно как-то было добывать дрова. Я покупала эти дрова, не понимая, как их покупать, какими они должны быть, сушить их, не сушить. Короче, это все вот спонтанно было, как-то не продумано. Понимания у меня не было о том, что такое печное отопление и насколько это тяжело, и что нужно было заранее запастись дровами. К тому же дом я купила частично газифицированный, да. И у меня были надежды, что у меня до зимы мне подключат газ, проведут, потому что границы моего участка уже была подведена газовая труба, в доме уже стоял газовый котел. Но поскольку мне нужно было переоформить все документы на мое имя, переоформить все договора вот на поставку газа и так далее, вот эта вся история, нужно было переоформить на нового собственника, то есть на меня. И вот это дело затянулось с газом. Газ мне только подключили весной 2024 года. И вот эта зима была самой сложной, потому что мне пришлось топиться сырыми дровами в неподготовленном, необустроенном доме. Я еще там ничего не отремонтировала. В доме были деревянные окна, которые сифонили, какая-то очень тоненькая дверь. Ничего не было утеплено. Но я была счастлива уже только от того, что у меня есть своя крыша над головой. Как бы, а дело было за малым, как говорится, да, дальше что-то делать. Если бы я переехала весной, предположим, да, мне бы было намного легче в этом плане, потому что летом я бы смогла более-менее подготовить дом к зиме. Так вот, друзья, если вы собираетесь переезжать в одиночку в деревню, да, в деревенский дом, и у вас нет абсолютно никакой помощи, то рассчитывайте так, чтобы этот переезд устраивать именно весной, да, чтобы вы переехали в лето, и у вас была возможность подготовиться к зиме. Вот это стечение обстоятельств, где я переехала в зиму, в дом с неустановленным еще отоплением. Это была, скажем так, не ошибка, а такое вот стечение обстоятельств, где я никак не могла повлиять на время своего переезда, скажем так, да, потому что мне уже нужно было скорее освобождать съемную квартиру, потому что уже на следующий месяц хозяйка говорила мне, что повысит арендную плату, а мне уже нужно было эти деньги вкладывать в дом и в переезд в том числе. Нужно было, короче, скорее съехать, неважно когда, но уже переехать. Я уже прям, мне не терпелось, потому что уже все документы были уже подписаны, и мне очень хотелось. И я никак не могла рассчитать, чтобы вот именно переехать весну. Потому что дом я увидела впервые в конце апреля 2023 года. Я приехала, здесь впервые посмотрела, как здесь классно все. И поняла, что я очень хочу купить этот дом, потому что все дома, которые я смотрела предыдущие, они вообще мне не нравились от слова совсем. Дом я нашла только поздней весной, как понимаете, да. Весь май, июнь и часть июля была подготовка к сделке, то есть мы с продавцом этого дома и я как покупатель собирали все нужные документы, были какие-то сложности там юридические, тонкости. Вот пока мы все это собрали, вот 2,5 месяца прошло, представляете, до полноценной сделки. В итоге вышло так, что я в середине лета только купила дом, и перевезти все вещи смогла только во вторую часть лета. А уже речь об устройстве, она как бы не шла, потому что в зиму я вошла, вот как был дом, так и был, да, и зимой уже стало понятно, где у меня замерзают трубы, насколько тяжело топить печь сырыми дровами. Вот это все я поняла только уже, когда проживала это, да. И
рассчитать так, чтобы дом купить именно весной, у меня, ну, практически получилось, да, увидела я его только весной. Поэтому, если вы выбираете дом, то, наверное, его лучше выбирать загодя и уже рассчитывать время на его обустройство под зимовку. Потому что любой деревенский дом, он все равно требует каких-то доделок, довложений до того, как вы в него въедете. Но у меня была ситуация такая экстренная, скажем так. Мне нужно было съезжать с съемной квартиры и скорее переезжать, и неважно как и что. И вот на месте я уже обустраивалась, потому что у меня не было ни мужа, еще раз я вам скажу, да, не было ни мужа, ни родственников, которые бы мне помогли с переездом и обустройством, и подготовкой дома к полноценному проживанию. И я все делала это сама, одна, понимаете? А на меня еще сыпалась масса хейта о том, что ты не справишься, ты дурочка, что ты делаешь, глупая, там, да вообще ты ради денег тут блог ведешь, деньги зарабатываешь. Хотя на минуту у меня тогда даже рекламодателей не было, и денег с блога я не получала вообще никаких, от слова совсем. В общем, что я хочу сказать, еще раз скажу, рассчитывайте время переезда на лето. Ну, точнее, чтобы весной, допустим, вы покупаете дом, или даже зимой покупаете дом, весной вы приезжаете, как-то его обустраиваете весной и летом, подготавливаете к зиме, и уже заезжаете полноценно на зиму. И дом лучше сразу покупать с отоплением, с нормальным, не печным. Ну, или печным, как у меня, но доделать еще дополнительно еще какое-нибудь отопление. Одно другому не помешает, да? Так вот, друзья, еще одна сложность, с которой я столкнулась здесь, это то, что когда я переехала в деревню, я ни с кем здесь не была знакома. То есть у меня не было никаких родственников здесь, ни друзей, никого. То есть я абсолютно с нуля переехала в абсолютно незнакомую деревню, которая мне очень понравилась своими пейзажами, домом, который я купила и так далее. А с местными жителями я еще была не знакома. И знакомиться я начала только вот с осени 23 года, ходить по нашей деревне. Там у нас есть сельский магазинчик небольшой. И вот когда я в него приходила, там с людьми более-менее общалась. И по пути тоже встречала там постоянно людей. И вот так вот я начала потихоньку знакомиться и находить людей, которые мне помогали что-то обустраивать в доме, на участке и так далее. Поэтому, когда вы переезжаете куда-то, желательно переезжать туда, где у вас есть более-менее какие-то друзья, знакомые, которые вам помогут, да. Ну или быть очень общительным человеком нужно, чтобы познакомиться с местными заранее, перед тем, как вы переедете жить непосредственно на это место, которое вы выбрали, да. Познакомиться заранее, чтобы знать, кто что может сделать вам, помочь туда-сюда. Потому что, вот, например, если я заказываю какого-то мастера на Авито, он мне обходится намного дороже, его работа обходится намного дороже, чем если бы сделал кто-то из местных здесь. Местные, они, конечно, берут немножко подешевле, и в этом преимущество знакомств с местными, да. Ну или даже можно обменяться бартером, как я вот иногда делаю, там вот у меня есть какая-то вещь, которую я могу отдать, если человеку она нужна, да. И это здесь вполне нормальная такая практика, где местные обмениваются полезными услугами и вещами. Кто-то может кому-то что-то сделать, а кто-то может за это что-то получить. Ну, в общем, такая местная валюта, да. Мне кажется, во всех деревнях так, где люди бартером друг другу помогают, да, кто чем может, когда там денег у кого-то нет на что-то. В общем, вот, друзья, полезные знакомства, они могут быть очень полезными, особенно с местными сельскими жителями. Вот, с какими трудностями я еще столкнулась. Еще было сложно понимать, где здесь что можно найти, где здесь что продается, какие услуги можно где заказать. То есть у меня вот этих связей не было, да, я не понимала, где какие магазины и так далее, поэтому я практически всегда в начале своего пути пользовалась услугами мастеров с Авито или заказывала какие-то вещи на маркетплейсах. Кстати, я не сразу узнала, что у меня есть доставка в Вайлдберрис до дома курьером, да. Я поначалу ездила в райцентр за всеми вещами, которые заказывала на маркетплейсах. Я возила их из райцентра на такси, короче. Вот это было не очень удобно, особенно если ты крупногабаритную какую-то вещь заказываешь, да, еще нужно за доставку оплачивать от райцентра. Вот. А когда я узнала, что курьер возит прямо до дома, ну, это было, конечно, классно. Вот. И понимание, что здесь, где продается, где можно что купить поблизости, оно пришло только, ну, где-то через год, да.
Вот сейчас я более-менее какими-то контактами обросла, и у меня есть понимание, где какие цены, что можно купить, что нельзя, что нужно в городе покупать, потому что здесь лучше не купишь, ну и так далее, понимаете, да? Но это, знаете, вопросы адаптации. Когда ты обживаешься здесь, уже понимаешь, как здесь все устроено. Адаптация, она будет у каждого, кто переедет в деревню, по-любому, да. Не будет такого, что человек просто раз переехал, и у него все чики-пуки. Конечно же, будут какие-то сложности, трудности, но вот те, которые я вам сейчас рассказала, вы, по крайней мере, будете готовы к ним, да, и будете понимать, как что происходит. Выпустила их всех, они вот здесь все гуляют. Вон там Кнопа идет. Ну-кась. Кнопа, иди к нам. В тени ее не видно там. Вот здесь Маська. Это все котята, которые родились от моей кошки Буси. Они уже взрослые, им уже 2 с лишним года. В этом году осенью им исполнится 3 года. Вот они родились практически сразу, как я переехала в этот дом. Моя кошка Буся забеременела от местных котов черно-белых. Гоняет к Нопису. Маська погнала ее на дерево. Мася, ну чего ты? Убежала. Масюта, ты гуляешь? Масюта. Я не могу, такая смешная, бегает вокруг меня. Масюткинс. Ай, коготочки точит. Боже мой, сколько радости. Хозяйка выпустила погулять, да? Хозяйка выпустила погулять кису. И, Господи, сколько радости, скажи. Можно гулюнькать вот так вот. Ой, ой, Масюткинс. У нас сегодня единственный солнечный денек, когда можно немного погулять, да, потому что у нас по прогнозам в апреле будет очень много дождей и очень мало солнечных дней. Поэтому я ловлю момент, снимаю вам именно вот солнечный день, когда все красиво. Масюткинс, как она носится. Мася, ты моя девочка. Ей так нравится, когда я гуляю по участку, она со мной бегает, радуется домой. Такой, скажи, да, я люблю, когда хозяйка гуляет. Скажи, я люблю. Скажу, люблю со всеми гулять, бегать, да? Вот так, вот так. Масюта, деловая колбаса. Ну, гуляй, гуляй. Вчера весь день дома сидела. Весь день, скажи. Вон там сорока прилетела, между прочим. Побежала туда, побежала проверять, кто там. У нас очень много сорок сейчас летает здесь по участку. Они, видимо, корм ищут возле поселений. Здесь ворона пролетела. Друзья, пришла посмотреть, что происходит с речкой. К себе за огород, к сожалению, пока еще не могу пройти. Сугробы большие стоят у нас до сих пор, несмотря на то, что дождь прошел. 2 дня шел дождь. Но я нашла решение. Вот там у нас церковь. Вот от церкви нужно спуститься. И вот здесь вот дорога, ну такая вот, видите, я в резиновых сапогах, в принципе, по ней прошла. И вот здесь, смотрите, как разлилась наша маленькая речушка. Она уже вскрылась от льда. И здесь прям бурный поток такой, ай-яй. Она, вот эта речка, летом у нас обычно как маленький ручеек. Вот здесь небольшая такая, как это называется, когда насыпи делают. Ну, земляной мост я это называю. Вот здесь она затекает. Видите, как она разлилась сильно. Здесь она затекает. Ух, как разлилась. Мне так хочется посмотреть, что же у меня за огородом происходит. Но пока, к сожалению, туда пройти не могу. И могу наблюдать только вот здесь, вот на земляном мосту, что творится. Здесь такая вот труба большая, бетонная труба, вот из нее вся речка течет. Вот из-за этой запруды, видимо, она вот здесь хорошо так разлилась в начале. Ну, посередине, наверное, да. И такие бурлящие потоки тут, ай-яй. Ай-яй. Как же хочется посмотреть уже, что у меня за огородом. Так сильно шумит. А я, между прочим, вот этот шум слышу у себя на участке. Как она шуршит. Прямо с участка. К бане подхожу и прям
шорох такой. В общем, вот, друзья, я поделилась с вами сложностями и трудностями женского переезда в одиночку в деревню. Сейчас я, конечно, бы сделала все немножко по-другому, и дом бы искала по-другому, и переехала бы по-другому. Но на тот момент у меня, конечно же, не было абсолютно никакого опыта переезда из города в деревню в одиночку. Но на тот момент о сложностях и трудностях переезда в деревню я, конечно же, не думала. Я была просто счастлива, безумно счастлива от того, что у меня наконец-то появилась крыша над головой, свой собственный дом. И мечта моя о переезде в деревню реализовалась хоть как-то. Вот этому я была очень рада. Ну а сейчас, имея какой-никакой опыт, я все же, конечно же, бы сделала по-другому. И если вдруг возникнет такая вероятность, что я вдруг буду искать и покупать себе другой дом, то, конечно же, у меня сейчас опыта побольше в этом, в переезде и в покупке. И, конечно же, будет намного проще. В общем, если у вас возникли какие-то вопросы по поводу переезда, обязательно их пишите в комментариях. Возможно, я их еще раскрою более подробно. Ну а на сегодня все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.